Почти каждое видео в YouTube или любая другая статья в интернете начинаются фразой «Весь мир сошел с ума от файлов Эпштейна». И, собственно, я разделяю эту точку зрения, потому что то, что он натворил, честно говоря, не влазит ни в какие рамки понимания, здорового, нормального понимания нормального человека в плане жизненных ценностей, в плане ценностей тела, в плане нарушения прав человека и всех остальных ужасов и кошмаров. Я не знаю, что там приписывают ему, что правда, что неправда, потому что сейчас очень сложно вот в этом шуме понять, что на самом деле произошло. Вернее, как, мы все понимаем, что произошло, но нам надо понять, как нам к этому относиться. Я, честно говоря, не хочу перебирать и повторять за всеми каналами то, что уже было рассказано и сказано много-много раз. Моя задача на сегодня – это поделиться с вами своим видением. Видением с точки зрения физиогномики. Я специалист, который читает лица, практикующий физиогномист Лизавета Царькова-Голофаст. Также я тренер по гимнастике для лица. И сегодня здесь я предлагаю вам рассмотреть лицо Джеффри Эпштейна вот с точки зрения значения характеристик его лица и комплектации портрета его личности. Что ему помогло, что какую роль сыграло, какие черты характера, проявленные на его лице, мы можем увидеть в том, что он сделал, да, во всех его злодеяниях. Поэтому давайте перейдем непосредственно к лицевым маркерам. Лицевыми маркерами мы называем черты лица. Мы разберем с вами всего лишь несколько, потому что у него лицо достаточно сложное, но есть общая характеристика, очень точная, которую можно по этому лицу понять. И если бы люди знали, куда смотреть, они бы, возможно, распознали в нем злодея заранее. Но, честно говоря, за 20 лет или сколько его там сложной, да, такой деятельности, вот этого всего, видите, как получилось. Получилось то, что получилось. Итак, переходим. Я у себя открыла здесь фотографии, а вы их будете видеть сейчас вот здесь. Открываем фотографию вот эту вот и смотрим, что прежде всего нам бросается в глаза. Что мы здесь видим? Прежде всего мы видим здесь высокий лоб. Высокий лоб. Высокий лоб. Брови. Это широкие, густые брови. И я думаю, что это был основополагающий фактор. Далее, мы видим здесь маленькие глаза, еще и близко посаженные. Мы рассмотрим с вами его губы в обязательном порядке, губы и размер его рта, а также его подбородок. И еще есть один нюанс, который называется морщина цели, и ее опасность, в чем заключается ее опасность, я тоже хочу рассказать. Честно говоря, это мое первое видео вот с таким разбором на нашумевшую тему человека, да, преступника по большому счету. Поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения, и давайте мы это сделаем, посмотрим на все это вместе. Итак, почему я начала с бровей? Потому что брови – это врожденный маркер. Врожденный маркер – это то, что нам дано от природы. Причем вы можете сравнить. Вот Джеффри Эпштейн в более молодом возрасте, а вот здесь мы его видим уже буквально перед его смертью, уже в тюрьме. Да? Обратите внимание, что широта бровей у него не изменилась. То есть, несмотря на то, что ширина и густота бровей со временем могут меняться, у него этот маркер остался таким же самым. Что это обозначает? Это обозначает очень мощный, очень сильный сексуальный темперамент. И я бы даже сказала, что в какой-то степени он может быть неконтролируем. То есть вот эта вот сексуальная страсть, вот эта потребность в большом количестве секса, она выражается конкретно шириной и густотой бровей. То есть сейчас мы не говорим о форме,
А форма тоже имеет значение, мы вернемся к ней немножко больше, но вот мы смотрим с вами на широкие густые брови, и мы сразу понимаем, что это человек с сумасшедшим темпераментом, которому надо много секса. Это высокая потребность, это его природная потребность, он таким родился. Однако, я и мой коллега по физиогномике, такой же физиогномист, мы сделали предположение, обсуждали это, естественно, мы обсуждали эту тему, мы сделали такое предположение, что, возможно, это был основополагающий фактор. То есть то, что ему нравилось, то, чего ему хотелось, он, естественно, пронаблюдал в окружающем себя мире, что другие мужчины, они тоже имеют страсть к большому количеству секса, желательно, чем более доступный и в большом количестве он будет, тем это будет лучше. И он понял, что на этом можно заработать деньги. И на этим, кстати, можно запросто шантажировать людей. Что касается людей, если вам будет интересно, вы можете прочитать эту достаточно большую биографию этого человека. В Википедии она изложена прекрасно. Но давайте сейчас немножечко вернемся. Да? Я пересказывать я не буду, вы там сами все прочитаете. Но, во-первых, смотрите, каким образом он попал в круг элиты, мировой элиты, в круг олигархов, в круг миллиардеров, в круг глав держав. Каким образом? Через сферу финансов, то есть через деньги, непосредственно через эту сферу. Он сделал себя финансистом. Причем, заметьте, там в биографии, там у него очень-очень много чем он занимался, но если посмотреть немножечко со стороны, вы заметите одну вещь. Он занимался предоставлением услуг по оптимизации налогов. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вам бы не хотелось бы иметь хорошего специалиста, кто бы оптимизировал ваши налоги, а еще лучше официально и легально вернул, так сказать, то, что у вас украли, или то, что у вас отняли, возможно, с чем вы не согласны. А если у вас огромные деньги и на кону стоят сотни тысяч долларов, не было ли бы вам это интересно? Так вот, олигархам это было интересно. И он создал круг людей, которым он предлагал и предоставлял свои услуги, из тех людей, которым это было интересно. И через вот эти связи, создавая связи, а он создавал связи очень много, через вот эти связи он им предлагал потом живой товар. Ну, по большому счету, сексуальное развлечение на любой вкус, причем все говорят там прямо, что это были девочки от 14 лет, то есть фактически это педофилия. Фактически это педофилия, да. Ну, что тут скрывать? Как есть, так и есть. То есть и все, что этому сопутствовало. Вот, понимаете? Откуда у него высокий лоб, способность мыслить, а также его подбородок. Обратите внимание на форму его подбородка. У него квадратный подбородок. Это очень системная личность, которая структурирует все. Просто до мельчайших частей. А лоб – это место, где происходят основные мыслительные процессы, где идет простройка алгоритмов. Высокий лоб и системный подбородок сделали свое дело. Подбородок мы называем системным, если по нижней части можно провести прямую линию. Вот линейку подставили, и, собственно, вы здесь это и видите. Так вот, он просчитал, а это люди, которые просчитывают, это люди, которые лучше всего закладывают фундамент, потому что фундаментальность – это основная характеристика тех, у кого обладателей системного подбородка. Он простроил фундамент сначала для того, чтобы завести связи. У него были интересные финансовые услуги. Далее он этих связей насоздавал очень огромное количество этих связей и начал поставлять за сумасшедшие деньги, либо за шантаж, вот, живой товар.
Понимаете? Вот эти характеристики ему в этом очень прекрасно помогли. Также у нас с вами здесь есть прекрасный усугубляющий фактор. Посмотрите, пожалуйста, на его губы. У него очень развитые губы. Почему он не попался раньше? Потому что развитые губы, в которых содержится, мы много раз об этом говорили уже здесь, у меня на канале множество раз. Развитые губы содержат огромное количество рецепторов. Человек чувствует, у него сумасшедшая чувствительность к ситуации, что происходит. Он чувствовал людей, он знал, с кем да, с кем нет, с кем знакомиться, с кем, на какую глубину заводить отношения. Он это чувствовал. Он чувствовал в ситуации, в которых можно было играть. Понимаете? Он чувствовал этот рынок. То есть его собственные желания, да, природные, вот эти вот наши инстинктивные наши желания, они его вывели на рынок, где удовлетворение этих сексуальных потребностей может быть товаром. Чувствование. Собственно, финансистом он тоже был успешным, хотя там ходят споры о том, был ли он миллиардером или нет. Вот. Ну, там, как всегда, знаете, всей правды мы не знаем. Далее. Посмотрите, пожалуйста, на его рот. Вот посмотрите на его рот. У него губы закончились, а рот продолжается. То есть у него как бы разрез рта больше, чем губы. О чем это говорит? Во-первых, это говорит об сумасшедшей амбициозности. Тоже мы рассматривали с вами, уже говорили. То есть бешеные амбиции. Я хочу больше. Его ротик вот мог поместить только столько захвата ресурсов. Что у нас означает ресурс? Эволюционно, да? Рот – это инструмент захвата ресурсов. У него он большой. Это деньги, это власть, это сфера влияния. Через продажу несанкционированного, да, товара, можно сказать так, он получал сферу влияния на сильных мира сего. То есть сферу, он получал рычаги давления на них. Рычаги давления. Понимаете? И он мог этим манипулировать. А он манипулятор. Посмотрите, пожалуйста, на форму его бровей. Это совершенно очевидно видно. И как вычислить откровенного манипулятора, мы говорим на моем обучающем курсе «Опасные мужчины». Вот здесь сейчас ссылка появится, там можете, собственно, смотреть релизик. Вот. Кстати, этот курс снова появится в продаже скоро. Так что опасных мужчин можно будет купить. Можно будет купить. Я там об этом расскажу чуть попозже. Хорошо, через неделю где-то. Вот, продолжаем. Значит, рот большой, большущие амбиции. Посмотрите, пожалуйста, насколько огромный круг связи он создал и сколько денег он оттуда доставал. Причем это было систематически. Это не было единоразовые акции. А это о чем-то говорит, то есть в этом ему помог системный подбородок, просчитывал он высоченным лбом своим. Далее, хочу отметить еще один маркер. Это высокий подносовой желобок. Расстояние между основанием носа вот этим и верхней губой у него длинное. Кто помнит это видео, что это значит характеристика? Эта характеристика обозначает авантюризм. Личность авантюрная. Что мы подразумеваем в физиогномике под понятием авантюрность? Авантюрность – это, знаете как, или пан, или пропал. То есть сначала человек делает и смотрит, что выйдет. Вот он закинул удочку, посмотрел, предложил, и люди съели приманку, люди взяли. Он опять закидывает следующую удочку, следующую тему. Оптимизация налогов, что-нибудь еще из сферы финансов. А он был человек образованный, несмотря на то, что высшего образования у него нет. Но тем не менее у него широчайший кругозор, и это все хранилось в высоком лбе. Он забрасывает что-то и смотрит, что получится. И все получается. Видит, как люди реагируют. Заметьте, были люди,
которые, скажем так, сделали вид, что они вышли из общения с ним. Но, тем не менее, это все были его эксперименты. То есть он что-то делает, смотрит на реакцию, смотрит на итог. Вот в этом и заключается авантюризм. Потому что раньше он уже все просчитал, он уже все создал, а теперь только смотрел, как это пойдет играть. И играть оно пошло. И достаточно масштабно, достаточно массово. Я обещала вам рассказать о морщине цели. Посмотрите, пожалуйста, она у него очень ярко выражена. Морщина цели, она идет у него по правой, естественно, стороне, от уголка правого глаза через щеку и на нижнюю челюсть. Что это значит? Это значит о том, что человек, очень хорошо понимая свою цель, готов пожертвовать всем и бросить все ресурсы на достижение этой цели. И это опасно. И это опасно. Потому что он не щадит ни себя в этом, ни других. Но я бы сказала так, что Джеффри Эпштейн прекрасно не щадил вообще вокруг себя никого. Для того, чтобы развивать свою деятельность, собственно, в которой он достиг, я бы сказала, успеха. Поэтому, если вы видите людей с морщиной цели, присмотритесь к ним поближе, будьте с ними аккуратные, потому что если этот человек решил, что он будет идти вот так, он сделает все, чтобы простроить этот путь. Вернемся давайте к его нижней челюсти, к его системному подбородку, но сейчас я бы ваше внимание попросила обратить на высоту его челюсти. То есть между нижней губой расстояние и кончиком подбородка. Вот оно, вот это место. Посмотрите, насколько оно у него большое, насколько у него высокая нижняя челюсть. А знаете, какая характеристика соответствует этому размеру? Ударность. 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 У нас в среде физиогномистов есть такой пример, мы его приводим как человек-поезд. Что значит поезд? У поезда есть рельсы. У Джеффри Эпштейна есть глаза. Они маленькие, близко посаженные, и его целеполагание сместилось с головы в глаза, он видит. Он не видит, вы сейчас поймете, к чему я, он не видит иллюзию, он не видит фантазию, он видит вполне конкретную цель, и он видит вполне конкретный результат, к которому он хочет прийти. И если мы вернемся к губам, они у него очерчены очень четко, у него четкий контур. Четкий контур – это четкое понимание мотивации, с которой человек заходит в коммуникацию. То есть глаза определяют, его видят вполне конкретную цель, губы чувствуют, а высота подбородка, высота нижней челюсти своей ударностью, своей вот этой вот мощностью позволяет ему идти буквально напролом. Почему я упомянула пример человек-поезд? У поезда есть рельсы, и поезд едет по рельсам. Он не может свернуть ни вправо, ни влево. Это не велосипед. Понимаете, есть еще такая поговорка. Не трамвай объедет, вот этот поезд не объедет. И если он едет, и его путь упирается в скалу, он в этой скале сделает тоннель. Благодаря своей мощности, благодаря своей ударности, благодаря своей силе вот этой, которой этот человек обладал в полной мере. Вы знаете, высоту нижней челюсти принято относить к сильным сторонам. И если мы правда рассматриваем сферу бизнеса, конкретно бизнеса, где нам нужно получить лучшие условия контракта, да, продавить оппонента, получить какие-то для себя больше выгод, больше скидок, договориться, но так, чтобы приняли наши условия. Такая ударность, она может сыграть на руку нам. Либо, если вы идете планомерно к достижению своей цели, и вы так несгибаемо осваиваете этот путь, одолеваете, это сильная сторона. Но если мы говорим о том, что кому служил, да, Эпштейн, кому он служил?
каким силам, темным силам зла он служил. Вот. То приложение усилий как бы в деструктивном направлении, честно говоря, вот назвать такую характеристику сильной стороной, к сожалению, да. К сожалению, вот так. И что еще я хотела сказать? Давайте посмотрим. У меня тут есть фотографии его в профиль. Собственно, вот посмотрите на вот эту фотографию, обратите внимание на кончик носа. Кстати, нос тоже ровный, системный. Обратите внимание на кончик носа и как расположены ноздри по отношению к носу. Вот так. У него кончик носа ниже, а ноздри выше. Когда опущенный кончик носа, я в предыдущем видео упоминала это, да, что это значит, какая-то характеристика. Это говорит о том, что человек скрытный и никогда до конца карты свои на стол не выложит, что у него всегда в каждой ситуации будет козырь в рукаве. И вы никогда об этом не узнаете, потому что он никогда ни с кем этим не поделится, потому что это его. И он будет это держать в секрете до самого последнего момента. И когда он почувствует, губы чувствительные, что пришло время действительно сделать ход, он вытащит неожиданного туза, и все вокруг будут в шоке от разрешения ситуации. Понимаете? Вот вам и опущенный кончик носа. А теперь давайте соберем... еще одна черта забыла. Ну, прям. Смотрите, есть у меня видео, называется «Вертикальная морщина между бровей». Вертикальная морщина. Это, да, можете посмотреть, кому будет интересно. Оно, кстати, тоже очень популярно среди моих зрителей. Вот. Обратите внимание, видите, да? Вертикальная морщина. Ну, вот она. Что значит между бровей? Это значит, что человек очень ответственно отнесся к тому, что он делает. Но более того, этот человек считал свою деятельность призванием своей жизни. То есть это была основа, и основная его мотивация перетекла в это, что он это сделал делом своей жизни. Собственно, все финансовые махинации и шантаж вокруг этих махинаций, он жил в этом. Он в этом жил. Понимаете? Итак, давайте еще раз пройдемся по чертам лица. Мы с вами сегодня рассмотрели их совсем немного. Высоченный лоб, который таит в себе мощный интеллектуальный потенциал. Густые, широкие брови, сексуальный потенциал, да, сексуальный темперамент, необходимость иметь большое количество сексуальных связей. Маленькие узкопосаженные глаза, это то есть способность четко и ясно видеть цель и полагаться для принятия решения на другие интуитивные органы, которыми являются губы. Вот. В ситуацию он заходит как авантюрист. Посмотрим, что из этого будет, да, высокий подносовой желобок. До последнего момента скрывает свои намерения, скрывает свои козыри, опущенный кончик носа, широкий разрез рта, огромные амбиции, я хочу больше, я хочу еще, и это просто бесконечное. Морщина цели, которая, я не могу сказать, что заставляет, да, вот, это признак того, что человек жертвует просто все ради своих целей. Вот. И системный подбородок, позволяющий ему структурировать, видеть структурность и создавать фундамент абсолютно для всех процессов. Абсолютно для всех процессов. Понимаете? И, естественно, высокая нижняя челюсть – это ударность, с которой он все это проделывал. Насколько мощный потенциал, да, мы видим, насколько мощный. Куда можно было бы пустить этот мощный потенциал? Куда бы можно было бы? На какое бы созидательное мероприятие можно было бы пустить настолько сильный потенциал? Вот хорошие вопросы для того, чтобы задуматься. Итак, я надеюсь, что мой первый дебютный разбор
лица да, человека, да, о котором говорит снова весь мир, вам понравился. Пожалуйста, буду рада вашим комментариям. Пишите, делитесь, давайте обсуждать. Возможно, у вас есть какие-то свои мысли, возможно, у вас есть какие-то свои наблюдения, свое отношение к этому всему. Я физиогномист Лизавета Царькова-Голофаст, я читаю лица, я считываю характер человека по лицевым маркерам. Оставайтесь со мной на этом канале. Если хотите, я для вас смогу сделать другие разборы других людей. Вот точно так же, как я сегодня сделала этот лицевой разбор. Вот пишите, вы знаете, что я всегда читаю ваши комментарии, и я всегда учитываю пожелания своих любимых постоянных зрителей. Делитесь моим каналом со своими друзьями, потому что у меня здесь может быть очень много полезного для каждого из вас. Всех обняла.